Всю жизнь я ищу новые горизонты и новые вершины. И это движение и развитие необходимы мне как воздух. Но иногда, чтобы впустить что-то новое в свою жизнь, нужно что-то отпустить. И я сама не верю в то, что я сейчас это скажу, но моя история, 18-летняя история в компании A100 Development завершается. И я готова идти дальше. Я ухожу с чувством огромной благодарности каждому, кто был рядом со мной на этом пути. За эти годы мне удалось реализовать самые знаковые для страны проекты. Новая Боровая, Пирс, Зеленая Гавань, Депо. Но самое главное, мне удалось показать людям, что они достойны жить лучшей жизнью, достойны жить по-другому. Я посвятила созданию домов для других людей практически всю свою сознательную жизнь. И сегодня я искренне горжусь тем, что было сделано. Когда я присоединилась к компании A100, мне было 21 год. Фактически это была роль секретаря. У нас было 5 девочек, по-моему, да, которые сидели на ресепшн. Большое количество руководителей, которые все время обращались к нам с разными поручениями, задачами, просьбами. И огромное количество клиентов, тысячи клиентов. И это была своего рода игра, в которой нужно было достигнуть лучшего результата, а желательно победы. Ну, по большому счету, конечно, я не умела ничего, но я была абсолютно уверена, что вот те задачи, которыми я занимаюсь на своем уровне, помогают людям в достижении их наибольшего результата. И для меня было крайне важно делать свою работу не просто хорошо, а делать ее так, как заказчики этих задач не ожидают, чтобы вот это ощущение «вау» и желание обратиться ко мне в следующий раз возникало у них вот при каждом взаимодействии со мной. И я пошла по ступенькам наверх. Очень быстро, буквально за несколько месяцев, я возглавила уже отдел. Это было несколько человек, которые работали с клиентами. Через какое-то время я стала руководителем отдела продаж в топливном нашем бизнесе. Следующая ступенька – помощник руководителя уже девелоперского направления. Через какой-то период времени стала коммерческим директором, да, то есть, в общем-то, уже вся функция полноценной работы с клиентом. И вот это позволило сформировать общее видение того, как работает компания, как выстраиваются этапы друг за другом, где возникают какие-то вопросы, да, на стыке разных функций. И я не знаю как, почему, но вот почти с самого начала я знала, что я буду руководителем компании. В моих мечтах и целях это должно было случиться гораздо позже, чем по факту это случилось. На лет 10 позже. Но в 27 лет я уже стала руководителем девелоперской компании, нашего девелоперского направления. Если честно, это было неожиданно, я не ожидала такого предложения. И оно прозвучало как: Светлана, не хотите ли вы возглавить компанию? Я просто сказала да, почему бы нет. И, конечно, сейчас я бы еще много раз подумала, понимая, что такое управлять компанией, что такое управлять людьми и как это вообще развивать компанию. Но когда ты не знаешь, ты не боишься. Я действительно верила в то, что я смогу управлять компанией. А потом наступили будни и реальная работа, противостояние со стороны людей, со стороны партнеров, со стороны рынка в том числе. Потому что, по большому счету, со всеми теми людьми, которые в какой-то момент стали моими сотрудниками, мы работали очень долго на одном уровне. Кто-то из них был и гораздо выше, чем я в своей позиции. И кроме этого был еще и вопрос возрастной. Как это такое возможно в сфере такой очень консервативной, мужской, да, потому что это стройка, это недвижимость.
И тут 27-летняя девочка, как она вообще сможет управлять компанией? Да вообще, что она сможет сделать? И в какой-то момент я поняла, что мне очень тяжело. Вот в такой момент, я бы даже сказала, отчаяния, да, когда у меня действительно было очень много боли и много слез, я сама себе сказала, что если я выдержу вот этот первый год, я в этой жизни смогу сделать все, что угодно. Вот просто все, что угодно. Любая задача мне станет доступна и станет по плечу. Ну и, наверное, в общем-то, оно так и получилось. «Зеленые горки» уникальны тем, что это был первый опыт концептуального решения. Наши литовские коллеги предложили использовать темно-серый цвет, антрацит так называемый, и яркие цветовые пятна. Тогда это было чем-то из ряда вон выходящим. Я не помню, чтобы хотя бы один фасад был такого цвета. Это сейчас стало нормой. И я помню реакцию практически всей команды. И это было просто категорическое «нет». Когда каждый мне сказал, что «Светлана, это будет огромной ошибкой. Светлана, вы просто сошли с ума, если вы готовы поддержать это решение». И это была такая дилемма для меня, потому что, с одной стороны, я понимала, что у меня нет опыта в принятии таких решений, но, с другой стороны, у меня была просто феноменальная уверенность внутри в том, что только так и нужно делать. И я посчитала, плюс-минус стоимость покраски этих фасадов. И если вдруг мы действительно, просто облажаемся, да, вот такое некрасивое слово, но тем не менее, я готова поработать бесплатно в компании 5-6 лет для того, чтобы компенсировать те затраты, которые могут возникнуть в случае, если вот это решение окажется ошибочным. И, к счастью, все получилось. И мне кажется, что на тот момент, даже, в общем-то, и сейчас, да, вот это решение очень актуально, и благодаря этому решению «Зеленые горки» тоже зазвучали по-другому. А учитывая, что в дальнейшем было очень много решений, связанных с внедрением чего-то нового, и каждый раз возникали разные реакции, но в большинстве своем какой-то негатив, что нет, лучше это не делать, лучше сделаем по-старому. Но каждый раз я возвращалась к тому опыту, который у меня произошел в «Зеленых горках», и пониманию того, что если я принимаю решение что-то менять, я готова платить за эти решения, платить своими деньгами за те решения, которые я принимаю. Я думаю, что, глядя на первоначальные эскизы новой Боровой, у нее были все шансы стать еще одной каменной горкой. Первые 2 дома фактически это такое наследие, когда я еще не влияла и не управляла компанией, проектом. И, конечно, у нас уже не было возможности что-то там изменить, потому что фактически дома уже строились. И это очень видно сейчас, когда первые 2 дома очень сильно отличаются от всего остального, что уже построилось дальше. А дальше мы видим абсолютно другую картину. Это закрытые зеленые дворы. И когда нет уже пересечения потоков от автомобилистов и людей, которые живут и наслаждаются жизнью. Можно сравнить и увидеть вообще другой подход к планированию территории, к этажности кварталов, к тому, какая среда была создана. Появились эксплуатируемые кровли, совершенно другие подходы к благоустройству. И нужно понимать, что вот каждое такое решение, особенно первые 3, 4, даже 5 лет, рядом люди, которые очень не хотят что-то менять. А вообще зачем напрягаться, да? Нормально же строили, все так строят. Фактически каждый день я слышала с разных сторон, что что-то нельзя, что-то невозможно,
что-то запрещено, как, например, терраса на первом этаже, и проектировщики, и строители, я помню, как меня убеждали, что это сделать нельзя. Хотя мы сейчас видим, что в принципе сейчас это невозможно не сделать, когда это стало абсолютной нормой и ни у кого не возникает никаких сомнений. Заканчивая какими-то более глобальными идеями, как изменить генплан в квартале, который уже строится. И вот через такие невозможно каждый день я проходила ежедневно, как-то вот как в воронку засасывая и сотрудников, и партнеров, и в том числе и клиентов, которые тоже на первом этапе не верили в то, что может быть по-другому, потому что Новая Боровая же начала продаваться не тогда, когда уже был построен город-сад, а тогда, когда все обещания еще были на бумаге, на картинках, на рендерах, и было очень много сомнений в том, а станет ли она такой. И уже каждый последующий квартал становился еще лучше, с другим видением и пониманием, как можно формировать жилые пространства. Детство мое прошло в Минске, такой достаточно серый район. И есть такое выражение, как спальник, там, где неуютно находиться, потому что в большинстве своем жилые дома – это высотки, и как будто бы в этом пространстве человеку вообще нет места. Постоянное это чувство страха, что что-то с тобой может произойти. И каждый день, перед тем, как сесть в троллейбус, я звонила папе, бабушке, дедушке, кто из взрослых был на тот момент дома, чтобы меня обязательно кто-то встретил. Не было ни одного раза, чтобы я могла сама спокойно, без взрослых, пройти совершенно небольшой маршрут от остановки до нашего дома, а потом еще один маленький маршрут, когда ты заходишь в подъезд и должен подняться на 11-й этаж. Мало того, что он всегда был темный, почему-то там никогда не горел свет. Он был всегда грязный, а третий он всегда почему-то неприятно пах. Я знала тогда, что я не хочу испытывать эти чувства. Может быть, я не знала, а какие они могут быть другие, но точно знала, что то, как оно происходит, в этом что-то не то. Человек априори достоин жить достойно, да, несмотря на такую тавтологию, но человек достоин жить достойно. Работая над концепцией Новой Боровой, мне хотелось создать жилой комплекс антипод тому месту, где я сама выросла. Я бы разделила все эти изменения на две части. Да? Одна часть – это то, что связано с внешним видом, но основное изменение, на мой взгляд, это появление философии проекта и того образа жизни, чего не было вообще ни в одном проекте. Для очень многих бренд – это название, это логотип, и какой-то фирменный стиль. Но на самом деле бренд про обещание, которое компания или проект дают своему будущему клиенту или своему будущему жителю. Над созданием самой платформы бренда «Философия» мы работали с агентством IVC. Мне очень хотелось сделать так, чтобы само место под названием Новая Боровая воспринималось больше, чем просто жилой комплекс. Воспринималось прямо как целая локация, куда люди будут хотеть переезжать и где они будут хотеть находить свой будущий дом. И когда сейчас я оглядываюсь на этот путь, открываю те документы, которые были созданы тогда, да, читаю платформу бренда, даже я сама с удивлением обнаруживаю, насколько на 100% произошло это попадание. Когда мы говорили про то, что в Новую Боровую будут приезжать какие-то другие люди, особой ценностью которых будет развитие. Это будут люди, которые будут действительно искренне желать поменять себя и стать лучшей версией себя. С более высокими требованиями, с более амбициозными мечтами. Не только с мечтами, это люди, которые и готовы делать что-то, чтобы их мечты реализовывались.
И если раньше, например, человек даже не задумывался о том, что можно каждое утро выходить на пробежку, то в Новой Боровой, по большому счету, как будто бы ему не остается шансов, потому что все его соседи бегают, и он сталкивается с этой моделью каждый день. И это, конечно, безумно интересная работа, но, с другой стороны, очень сложная и ответственная, потому что только тогда, когда ты по-настоящему наполняешь продукт вот этими ценностями, это начинает работать. А в любом другом случае это остается как лозунги на бумаге и просто как название и логотип. Каждый элемент я пропускала через себя для того, чтобы убедиться, что внешняя картинка, визуальный образ соответствует той философии, которая была заложена в платформу бренда. И только в момент, когда внутри что-то ёкало, и я понимала, что да, вот происходит вот этот матч, это соответствует не только моему пониманию эстетики, но и на уровне философии соответствует всем тем смыслам, которые закладывались в платформу бренда. Тогда принималось решение, что этот облик или эта концепция утверждается, и да, мы делаем это именно в таком виде. То есть очевидно, что мои ценности они трансформировались в ценности компании. Безусловно, одним из таких нововведений, чего не было раньше, это сеть общественных пространств. То есть, если раньше это были только дома, дороги, магазины, то сейчас это площади, это общие детские площадки, это парки. Все те места, где люди могут собираться вместе. А дальше как это работает? Если мы говорим про безопасность, то, конечно, безопасно в том районе, где ты понимаешь, что люди обладают такими же ценностями, как и ты сам. Ты чувствуешь себя частью этого сообщества, где ты можешь доверять тем людям, которые тебя окружают. Мне кажется, что вот таким моментом, когда стало понятно, что это все работает, Новая Боровая расправляет свои крылья, стал момент, когда люди, которые начали жить уже в Новой Боровой, и люди, которые приезжали туда просто посмотреть, погулять как гости, начали говорить о том, что в этом месте есть какая-то необычная атмосфера. Они не понимают, в чем дело, но как будто бы, когда они пересекают границу между Уручьем и Новой Боровой, они попадают совершенно в другой мир. И в какой-то момент, когда стало понятно, что все те изменения, все те трудности, которые пришлось преодолевать всем, начали реализовываться в реальности, мне кажется, что и команда проекта, те люди, которые были вовлечены в проект, совсем по-другому начали относиться к тому, что они делали. Люди почувствовали свою причастность к чему-то очень значимому и поняли, что это не просто про то, что построены красивые дома, а про то, что это меняет жизнь людей. Появилась инициатива, появилось желание людей все больше вовлекаться в это колесо изменений. К нам стали присоединяться лучшие эксперты, лучшие компании, которые сами приходили и хотели внести свой вклад в развитие Новой Боровой. И, конечно, я почувствовала, что формируется фундамент из людей, и с этим фундаментом я могу намного больше, да в целом я могу сделать все, что захочу. По сути, за все это время я дала очень много обещаний. Акционерам прибыльный и успешный проект, сотрудникам работу мечты, жителям места, где они будут становиться счастливыми. Сейчас, оглядываясь на этот путь, я вижу, что все то, что я обещала, я выполнила. Если честно, я чувствую гордость. Я думаю, что если бы мне не хватило смелости, вот внутренней, в том, что необходимо поменять ту первоначальную концепцию Новой Боровой,
большой вопрос, где бы мы были сейчас вот в плане развития всего рынка недвижимости. Потому что, по большому счету, Новая Боровая стала таким очень большим триггером для всех остальных тоже делать что-то по-другому. Пусть идя не по пути глобальных изменений и инноваций, а где-то по пути копирования, но в целом, ну вот так глобально подумав, мы живем сейчас вообще совсем с другим пониманием, как можно создавать жилые проекты совершенно в другой реальности. И каждый последующий наш проект, он уникален. Уникален не потому, что там есть какая-то уникальная архитектура, хотя и поэтому в том числе, но в первую очередь потому, что каждый район предполагает какой-то особый, уникальный образ жизни. Все наши проекты, они не конкурируют друг с другом, они не конкурируют ни с каким другим проектом на рынке, потому что они создают какую-то определенную свою уникальную ценность для человека, который выбирает именно это место, как место, где будут реализованы его мечты, цели, и место, где он встретится с собой в будущем, с лучшей версией себя. Когда мы запускали Пирс, никто не верил в то, что можно сделать этот проект таким, как он был презентован на картинках. И действительно, это был очень сложный, очень красивый, амбициозный жилой комплекс. Обычно все жилые комплексы, которые строятся за городом, продаются потом очень дешево. И, соответственно, строятся очень дешево. Но в Пирсе однозначно мы не хотели создавать какой-то стандартный продукт. Концептуальный – это значит насыщенный различными ценностями для человека. Если описывать Пирс одним словом, то для меня это, конечно, наслаждение. Наслаждение жизнью, наслаждение красотой места, наслаждение самим собой. Это 100% более рискованная стратегия, потому что на старте мы не знали, а получится ли вот эту ценность продать по более дорогой цене. Но я точно верила в то, что это получится, потому что когда есть идея, когда есть философия, когда есть концепция, ценности и смыслы, люди 100% понимают, видят и ощущают эти смыслы. В конце, когда мы уже, в общем-то, заканчивали этот жилой комплекс, мы сделали сравнение тех самых картинок с реальностью. И, наверное, даже где-то сами удивились тому, что в итоге реальность оказалась даже намного лучше, чем те картинки, которые были на старте. Когда мы строили Пирс, казалось, что вот этот жилой комплекс – это такой вызов рынку, вызов себе, новая какая-то планка. Но когда появилось депо, стало очевидно, что настоящий вызов – это как раз-таки жилой комплекс депо. Это вызов не только для нас, как для застройщика, но и для всего города. Потому что жилой комплекс депо расположен в самом центре столицы, самая центральная локация, которую все видят и пристально следят за тем, что здесь происходит. И депо в будущем должен стать достопримечательностью Минска, должен сформировать новый облик нашей столицы, стать таким проектом, которым бы гордились не только мы как девелопер, но и все те люди, которые в будущем будут соприкасаться с этим жилым комплексом, как жители квартала, так и жители и гости города Минска. И я думаю, что для всего рынка это новый уровень премиального жилья, уровень, на который будут ориентироваться дальше другие игроки. Сегодня уже построено 3, на мой взгляд, самых сложных дома, потому что как раз-таки вот эта вся новизна в них и проявлена. Туда уже переезжают будущие жители. И я очень верю в то, что и дальше проект будет строиться и реализовываться вот по этому заявленному стандарту и обязательно займет свое место в сердце нашей столицы.
Зеленая гавань для меня это особое место. Особое, потому что здесь живет моя душа, и здесь живу я со своей семьей. Над Зеленой гаванью мы работали с лучшими архитекторами Лондона и Беларуси, потому что мы не просто хотели создать новую концепцию города на природе в окружении гольф-полей. Мы разрабатывали абсолютно новый образ жизни, когда человек живет на природе, но ему не нужно жертвовать тем комфортом, к которому он привык в городе. Философия Зеленой гавани звучит как жизнь без компромиссов, жизнь на природе, но с городским комфортом. Зеленая гавань – это не просто про загородную жизнь, когда у человека есть свой земельный участок и больше ничего от цивилизации. Это особенный симбиоз спокойствия и комфорта в окружении богатейшей природы. Это ювелирное сочетание частных домов, таунхаусов, домов с квартирами. И вся вот эта архитектура очень органично вписана в ту природу, которая существует в этом месте. И, конечно, самой главной сложностью было сохранить эту природу. Очень часто, особенно в начале, мне приходилось лично защищать практически каждое дерево, чтобы в процессе стройки оно не было вырублено. И я уверена, что только такой подход позволяет действительно от слов перейти и создать вот это чувство, когда природа окутывает тебя. И если в других наших проектах я создавала дом для других людей, меняла жизнь этих людей, то в Зеленой гавани я создала дом для себя. Потому что это место, где тебе уже не нужно бежать, где тебе уже не нужно достигать, где тебе уже не нужно что-то кому-то доказывать. Ты уже состоялся. Я уже состоялась. Наступил момент, когда захотелось увидеть себя по-другому, найти себя во всей этой скорости и во всей этой динамике. И вот это чувство дома поселилось у меня в душе. В целом есть два состояния, из которых живет каждый из нас. Одно состояние – это состояние страха, второе состояние – состояние любви. И мне кажется, что какой-то очень длительный период времени я как раз-таки жила из состояния страха. Из страха что-то не успеть, из страха сделать не идеально, из страха не оправдать чьи-то ожидания. И много-много еще вот каких-то таких страхов, которые наполняли мою душу и мою голову. Этот страх очень длительный период времени помогал мне достигать тех результатов, которые мне удавалось достигать. Но сейчас, и особенно после того, как мы переехали в Зеленую гавань, и когда появилось время для себя, время на то, чтобы думать, осознавать и понимать, что происходит со мной, что происходит вокруг меня, мне кажется, основное изменение – это изменение состояния. Состояние страха заменилось на состояние доверия и состояние любви. Все то, что раньше казалось мне тем, что забирает ресурс, а это семья, это время с собой, это время с близкими мне людьми, то сейчас я поняла, что это как раз-таки то, что может дать мне ресурс двигаться еще быстрее и двигаться еще выше. Я думаю, что все предыдущие годы людям было очень непросто работать со мной. Работа в режиме фактически нон-стоп, начиная с 5 часов утра и заканчивая очень часто в 12 часов ночи. Наверное, недостаток позитивной обратной связи, когда мне казалось, что нет времени на то, чтобы праздновать какие-то достижения, а нужно максимально быстро возвращаться в рабочий режим и двигаться дальше. По большому счету, каждый день это был еще один день на какой-то войне. И в какой-то момент, найдя дом внутри себя,
я поняла, что война закончилась. И началась совершенно другая история. Решение об уходе из компании не было спонтанным. Я приняла его внутри себя еще 2 года назад. Но с таких позиций, конечно, не уходят в один день. И все это время я готовила компанию к нашему расставанию. Растила команды и людей, передавала опыт и знания, взращивала преемников для того, чтобы те обещания, которые все это время мы давали рынку, давали нашим клиентам, действительно продолжали выполняться и после моего ухода. Я завершаю этот путь с огромной благодарностью всем тем людям, которые были со мной рядом на этом пути. Я благодарю наших собственников за ту неограниченную свободу, которую они давали мне. Я благодарю сотрудников и членов команды, наших партнеров, которые шли за мной даже тогда, когда не знали, куда их приведет этот путь. Я благодарю тысячи людей, которые выбирали наши проекты в качестве своего дома и принимали наше приглашение в новую жизнь. И, конечно, я благодарю своих самых близких людей. И пусть меня очень часто не было рядом, но они, безусловно, поддерживали и поддерживают меня, несмотря ни на что. Я думаю, многих сейчас интересует вопрос, а что будет дальше? Конечно, я остаюсь на рынке недвижимости. Это то, что я очень люблю, и то, где я вижу огромный потенциал. Я буду заниматься консалтингом высокого уровня, разрабатывать стратегии, уникальные концепции и бренды, формировать команды и управлять проектами для белорусских и международных компаний. Но тех компаний, с которыми мы действительно будем совпадать по ценностям. У меня очень много идей и глубокого понимания, как можно ускорить те проекты, которые уже строятся, как вывести на новый уровень такую сложную и неоднозначную тему, как социальное жилье. И самое главное, как помочь всему рынку перейти с уровня просто квадратные метры на уровень создания новой и счастливой жизни. Сегодня очень важный день для меня. Я иду дальше, к новым горизонтам и новым вершинам. Туда, где я смогу мыслить и создавать еще масштабнее, с внутренней уверенностью и спокойствием. И самое главное – действовать только из любви.